Каково это — проживать боль, гнев и одиночество не только в кадре, но и за его пределами. «Слабый герой 2» — это не просто драматичный сериал, а настоящий эмоциональный вызов для актеров. Они рассказали, каково играть в этом жестоком и мрачном мире, где каждый взгляд может сказать больше, чем слова. Еще до премьеры Ли Джу Йон обещал непредсказуемую харизму, а Пак Джи Хун — встречу с еще большей жестокостью. И, как показало интервью, актеры не преувеличивали. На презентации второго сезона «Слабого героя» актеры вышли на фотосессию с журналистами и фанатами. Каждый из них показал образ своего персонажа и немного рассказал, чего ждать от новой части. Пак Джи Хун снова в образе Йон Си Ина. Его герой, измученный травмой, отправляется в новую школу, где сталкивается с еще более жестоким насилием. Несмотря на улыбки на сцене, за этим персонажем глубокая внутренняя борьба. Риун, сыгравший Пак Мина или Баку, рассказал, что ради роли он набрал аж 10 килограмм. Его герой – настоящий боец, отвечающий за порядок в школе. Вначале он веселый, светлый, но позже готов пойти на все ради своих друзей. Актер уверенно заявил: «Я защищаю эту школу», сопровождая это харизматичной позой. Чви Мин Йон исполнил роль Сон Джун Хэ, хрупкого, но сильного духом ученика. Сначала он типичный школьный слуга-узадир, но после встречи с Си Ином начинает меняться и даже сопротивляться. Актер поделился, что его персонаж черпает мужество у Си Ина. Он не дерется, но вдохновляет друзей и, вопреки слабости, проявляет внутреннюю силу. Ли Джу Йон, который играет Ким Сан Дже, продемонстрировал опасную жесткую харизму. Он опасный, холодный участник объединения хулиганов. Его сложно понять, но он проявляет интерес к Сиину, несмотря на то, что он грозный противник Сиина. И их бой на крыше называют уже одной из самых запоминающихся сцен сезона. Ю Субин в роли Хон Маи – главный интригант, который хочет попасть в хулиганский союз. Снова показал образ персонажа, который слаб перед сильными и силен перед слабыми, а его появление на предпоказе сопровождалось доброй улыбкой, в контраст к суровому образу. Пен Ра играет, казалось бы, примерного ученика, но за его спокойствием скрывается лидер школьной банды. Он умный, сдержанный и настоящий стратег, угрожающий Баку из-за его независимости. На презентации он сдержанно, но мощно передал двойственность своего персонажа. И да, это самый старший актер-школьник, которому в жизни уже 34 года. И, наконец, Ли Мин Дже, исполнивший роль Го Хён Така, настоящего бойца, владеющего техникой тэквондо. На сцене он почти показал пару эффективных движений, но оставил все самое интересное для экрана. В финале интервью актеры сделали общую фотографию. Каждый показывал фирменную позу своего персонажа, будто соревнуясь, чей герой сильнее. И хотя между ними в сериале разгорается борьба, за кадром чувствуется настоящая командная атмосфера. В интервью актеры рассказали о той самой эмоции пацанского братства, которая действительно чувствуется в сериале. Несмотря на то, что герой Си Ина оказался как бы заперт в рамках школы, сам актер отметил, что одиночество его персонажа нравилось. Он сравнил себя с одинокой гиеной, которая бродит сама по себе, и это даже доставляло ему удовольствие. На вопрос репортера, что значит дружба в жизни персонажей, Пак Джи Хун ответил, что для его персонажа Си Ина Баку – это тот человек, который помог справиться с травмой. Он назвал Баку другом, на которого можно надеяться и которому можно довериться. Актер добавил, что на самом деле его персонажу Си Ину больше всего не хватало друзей. Он чувствовал отдаленность от семьи и был одиноким. Именно появление этих новых друзей и стало для него настоящим спасением. Каждый из друзей обладает своей уникальной атмосферой и характером, и вместе они составляют цельную, крепкую команду. Благодаря этим ролям актеры и в жизни быстро подружились на съемочной площадке. В другом интервью Пак Джи Хун отметил, что главное изменение в его герое – это взгляд. В первом сезоне он будто кричал: «Я должен защищаться», а во втором взгляд стал намного глубже. «Давайте просто все закончим». Он пытался передать эту усталость и отчаяние через глаза, и, думаю, ему это удалось.
А вот Чхве Мин Йон поделился, что его персонаж в «Слабом герое» совсем не похож на персонажа, которого он играл в сериале XO Kitty. Там он был мягким, романтичным, а здесь более сдержанным и внутренне напряженным. Поэтому актеру пришлось полностью по-новому выстраивать характер, подход к роли и даже стиль игры. Во время интервью ребята шутили, какие эмодзи лучше всего описывают их персонажей. У кого-то мяч и улыбающееся лицо, а у кого-то школьная ручка и капелька пота. Самым запоминающимся реквизитом для всех стала школьная форма. Именно в сцене финальной битвы они впервые надели ее по-настоящему, и это дало ощущение особого накала и гордости. Один из актеров признался, что мечтал забрать с собой очки персонажа Сонджи, как настоящий трофей после битвы. И это неудивительно, ведь за кулисами «Слабого героя 2» было не меньше эмоций, чем на экране. На промо-шоу Пак Джи Хун и Ли Джу Йон показали, что вне съемок они такие же живые и дерзкие, как и их герои. На экране Джи Хун и Джу Йон – заклятые враги, но за кулисами на промо-интервью они спокойно шутили и демонстрировали настоящую дружбу. В жизни актеры оказались такими же харизматичными, как и их персонажи. Джи Хун признался, что обожает шутеры и реализм в играх, настолько, что мечтал стать бойцом морской разведки. А Джу Йон рассказал, как влюбился в уличные танцы и даже участвовал в баттлах, а потом неожиданно стал актером из-за сложных съемок клипов. За время работы над сериалом они не только стали ближе, но и прошли через адскую физическую подготовку. Драки на крышах, съемки на морозе, синяки и реальный страх пропустить удар. Особенно сложно было Джи Хуну. Он признался, что реально боялся кулаков Джу Йона. Он слишком быстрый. Оба актера поделились, что сцены выглядели так круто только потому, что они работали в полную силу, без дублеров и с полной самоотдачей. И еще немного милоты из интервью. Джи Хун – это король кривого почерка и фанат Call of Duty, видеоигры, которая является одной из самых популярных серий шутеров от первого лица. А Джу Йон – романтик в душе, который даже в боевых сценах искал свою честную правду. В персональном же интервью Джи Хун рассказал, что с героем Сы Ином у него много общего. Оба любят одиночество, но вот учеба точно не их общий талант. Он с теплом вспоминал съемки «Слабого героя 2», описав съемки словами: идеальная атмосфера, верные друзья на площадке и настоящее погружение в роль. И хотя его персонаж кажется слабым, Джи Хун считает, что у Сы Ина на самом деле сильная иммунная система к ударам судьбы. Джи Хун также рассказал о своем необычном секрете выживания, шутливо отметив, что много пьет крови. Конечно же, не всерьез. Вспоминая свое детство, актер признался, что славился ужасным вкусом в одежде и часто носил яркие неоновые вещи, за что его немного троллили сверстники. Что касается съемок, то актеру особенно нравилось примерять образы с царапинами и синяками, ведь это давало возможность попробовать что-то новое на лице. Джи Хун признался, что мечтает о простых, но необычных вещах. Также он признался, что давно не видел снов и, честно говоря, уже не помнит, когда в последний раз что-то ему снилось. В его мечтах также есть место для призраков и инопланетян. Но, конечно же, он и не забыл о своих фанатах. В своих обещаниях актер заявил, что фанаты могут рассчитывать на новые проекты, концерты и, что самое главное, на лучшей версии самого актера. «Слабый герой 2» — это не просто школьная драма. Это история о борьбе сердца и ума, и Джи Хун вложил в нее всего себя. А на презентации Netflix Пак Джи Хун познакомил зрителей с героями через хэштеги. Самого Сы Ина актер отметил хэштегами «умный», «переход», «ручка», «красавчик». Особенный акцент актер сделал на ручку, ведь в сериале герой не только ей пишет, но иногда и защищается. Баку был отмечен хэштегом «Сила», «Фол», «Баскетбол» и «Неожиданное обаяние».
Да, он вроде бы главный на районе, но при этом настоящий дуралей с добрым сердцем. Джун Тэ был отмечен хэштегом «Милашка», «Очки», «Поручения». Он прошел путь от парня на побегушках до настоящего бойца. А про Хёнтака актер просто сказал, что он бывший тэквондист с быстрой реакцией и преданностью друзьям. Без дублеров он творил такие кики, что дух захватывает. В конце Пак Джи Хун пошутил, что рад рассказывать о друзьях за кадром, пока их нет рядом, чтобы не получить пинки за свои откровения. И, конечно же, куда без теплых моментов на съемочной площадке. Несмотря на серьезность тематики сериала, актеры поделились теплыми воспоминаниями со съемочной площадки. Один из них рассказал, как его день рождения совпал с периодом съемок, и команда устроила для него сюрприз, что стало для него незабываемым моментом. Такие моменты сплоченности и поддержки среди актеров и съемочной группы помогали им справляться с эмоционально тяжелыми сценами и создавали атмосферу доверия и взаимопонимания. Но второй сезон «Слабого героя» принес с собой как положительные, так и спорные изменения. Судя по отзывам, с одной стороны, актеры, как и в первом сезоне, продемонстрировали отличные актерские способности. Пак Джи Хун, например, мастерски передал изменения в своем персонаже. Многие зрители отметили, что взгляд его героя стал намного глубже. В первом сезоне он отражал напряжение и защитную реакцию, а во втором у него был взгляд полный боли и отчаяния, как у брошенного котенка. Глаза действительно передавали ту тяжелую и эмоциональную нагрузку, которую испытывал его герой. Ведь друг находится в коме, а мать не понимает его и не хочет слышать. Это добавило глубины персонажу и показало его внутреннюю борьбу и чувство вины. Однако на фоне этих сильных изменений в актерской игре возникает ощущение, что некоторые аспекты сюжета и развития персонажей стали менее яркими и осмысленными, как пишут некоторые зрители. Главный герой, который в первом сезоне казался умным и стратегическим, во втором сезоне выглядел менее внимательным и даже немного глупее, отмечают зрители. Но я думаю, это могло быть связано с множеством факторов, включая недостаток сна, что было прямо заявлено в сериале. Стресс, физическая усталость, возможно, и повлияли на поведение и решение персонажа, что добавило некоторую неопределенность в его поступках. Этот нюанс мог изменить восприятие зрителей, которые ожидали, что главный герой будет таким же проницательным и хитроумным, как в первом сезоне. Но многие зрители также отметили, что, несмотря на свой зрелый возраст, актеры смогли продемонстрировать высокий профессионализм, создавая сложные образы хулиганов-школьников. В общем, «Слабый герой 2» — это не только про школу и драки, это про дружбу, страхи и настоящую битву за себя. Для тех, кто не любит спойлеры, лучше остановиться здесь, потому что далее будет раскрыта информация по сюжету. А теперь, если вы готовы к подробностям, то продолжим. В финале зрители столкнулись с неоднозначной концовкой. Главный хулиган, который вначале заставлял школьников вступать в банду, был убит, но убийца остался неизвестен. В то же время в одном из эпизодов 8 серии персонаж Бэк Джин показан как человек, который помогал детскому дому. У меня, кстати, в тот момент сразу мысль промелькнула, может, он тоже из детского дома? И именно этот момент добавляет загадочности и противоречивости образу, делая его более многослойным и интересным. Таким образом, несмотря на жесткость и манипуляции героя, в персонаже можно увидеть моменты человечности, что позволяет зрителям воспринимать его как более сложную фигуру. В итоге многие зрители отметили, что финал создал атмосферу неопределенности, которая может быть раскрыта в будущем, возможно, в третьем сезоне. Такой подход к персонажу многие восприняли как попытку показать, что даже самые жестокие люди могут скрывать свои слабости и внутренние противоречия. Возможно, это и открывает перспективы для дальнейшего развития сюжета, углубления конфликтов, исследования новых тем. И учитывая интерес зрителей и текущие тенденции в индустрии, думаю, вполне возможно ожидать, что создатели сериала примут решение о продолжении. Конечно, если это будет соответствовать их творческим целям. А вы как думаете, возможен третий сезон?